Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале Вяжем Красиво. Сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такой красивый сарафанчик для девочки. Вяжется он единым полотном сверху вниз спицами. Сарафан без единого шва. Сарафан рассчитан на возраст 3-4 года. Длина сарафана от бретелек до низа юбочки составляет 53 сантиметра. Длина юбки 28 сантиметров. Расстояние от бретелек до талии 25 сантиметров. Вяжется сарафан очень легко, просто. Если вам понравилась данная модель, присоединяйтесь. Для вязания данной модели нам понадобится пряжа. Я вязала из Alize Baby Best. Это детская серия. Состав пряжи 90% акрила, 10% бамбука. В 100 граммах 240 метров. Расход неполных 3 мотка. Круговые спицы на короткой леске номер 3 для вязания грудки и бретелек. А юбочка вязалась спицами большего размера на длинной леске размером 3,5. Также вам понадобится либо дополнительная спица, либо вот такая изогнутая маленькая для вывязывания кос, для перекрещивания петель. Также я использовала маркер для обозначения начала ряда и крючок для того, чтобы спрятать кончики пряжи. Если вы готовы, присоединяйтесь. Итак, приступаем к вязанию. На круговые спицы номер 3 я набрала 145 петель. Замкнула вязание в круг и дальше провязала 8 рядов резинкой 1 на 1. То есть первую петельку я провязывала лицевой, дальше изнаночный, лицевой, изнаночный. Итак, 8 рядов. Далее в 9 ряду я перехожу к формированию узора для грудки. Что мы делаем? Мы провязываем первые 3 петли изнаночными. 1, 2, 3. Следующие 6 петель мы вяжем лицом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять 3 изнаночных, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее опять 3 изнаночных, 6 лицевых. И так вяжем по кругу. Целый ряд. Заканчиваете ряд 6 лицевыми. Далее провязываем еще 2 ряда по рисунку. Все то же самое. 3 изнаночных, 6 лицевых. Заканчиваете ряд 6 лицевыми. Так вяжем еще 2 ряда. Итак, после резинки мы провязали 3 ряда. Теперь мы перейдем в этом ряду к перекрещиванию петель, вывязыванию кос. Косы мы будем вывязывать только в лицевых дорожках, там, где мы провязывали по 6 лицевых петель. Итак, провязываем 3 изнаночных в начале ряда. Дальше берем спицу-помощницу, коротенькую вот такую. Переснимаем на нее первые 3 петли. Оставляем их перед работой.
Следующие 3 петли провязываем лицом. 1, 2, 3. А затем провязываем лицевыми петли с дополнительной спицы. 1, 2, 3. Мы выполнили с вами перехлёст с наклоном влево. Ничего меняться у нас не будет, мы только так и будем перекрещивать. Далее провязываем 3 изнаночных петли и опять делаем перехлёст. 3 петли снимаем на дополнительную спицу перед работой. Следующие 3 провязываем лицом и дальше 3 лицевых с дополнительной спицы. Два, 3. Дальше опять 3 изнаночных. И так до конца ряда. Вот что у нас должно с вами получиться. Работаем самостоятельно, потом встречаемся дальше. После того, как мы провязали ряд с перехлестами, дальше вяжем 6 рядов по рисунку. Опять 3 изнаночных. Там, где была косичка, 6 лицевых. Далее мы перехлесты будем делать в каждом 7-м ряду. То есть вы 6 рядов провязываете по рисунку и только после этого начинаете перехлестывать петли, перекрещивать. Итак, встречаемся, когда придет время перекрещивания. Итак, 6 рядов провязаны. Теперь 7-й ряд. Опять переходим к перекрещиванию петель. Начало ряда, как всегда, 3 изнаночных. Дальше берем спицу-помощницу. Опять переносим первые 3 петли на нее. Следующие 3 петельки провязываем лицом и с нее, с этой дополнительной спицы, также провязываем 3 лицевых. Далее 3 изнаночных и опять перехлёст. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И таким образом по кругу провязываете ряд целиком. Итак, я провязала грудку, выполнила 7 перехлестов. Высота грудки у меня составила 18 сантиметров. Теперь мы переходим к вязанию самой юбки. В этом ряду нам нужно с вами выполнить прибавки. Сейчас на спицах у нас 144 петли. Мне нужно прибавить 36 петель, чтобы получилось 180 в итоге. Я беру спицы большего размера, круговые 3,5 и уже на длинной леске. Так мне будет удобнее. И перехожу к вязанию, к прибавкам. Провязывать этот ряд я буду лицевыми петлями. Делать прибавки я буду после каждой 4-й петли. Итак, вяжем лицом. 1, 2, 3, 4. Далее, как выполняю я прибавки? Из низа набрасываю петельку, провязываю ее скрещенной. 1, прибавка выполнена. Потом опять 4 петли. Опять из протяжки вытаскиваю петельку, набрасываю,
провязываю лицевой скрещенный, вторая прибавка. Опять 4 лицевых, прибавка, 3 прибавка, 1, 2, 3, 4, 5 прибавка, 1, 2, 3, 4, 6 прибавка. И так идем по кругу, прибавляя через каждые 4 петельки. Теперь у меня на петлях, извините, на спицах 180 петель. И мы продолжаем с вами вязать по кругу лицевыми петлями. Без всяких убавок, прибавок. Просто провязываем 180 петель лицом по кругу на нужную нам длину юбочки. Смотрите, я после прибавок лицевой гладью провязала 11 сантиметров. Сейчас я перейду к вывязыванию рюш по низу юбочки. Значит, что мы делаем? У меня будет 18 повторяющихся раппортов. 18. Раппорт будет составлять 10 петель. Всего мы помним, у нас на спицах 180. Итак, что я делаю? Значит, это начало ряда. Первую петельку провязываю лицевой, затем делаю накид от себя. Следующую петельку тоже лицевой. Далее 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таким образом мы провязали в работе у нас первый раппорт 10 петель. Дальше опять лицевая, накид, лицевая, 8 изнаночных. Опять лицевая, накид, лицевая, 8 изнаночных. И таким образом вы вяжете по кругу до конца ряда и заканчиваете 8 изнаночными. Следующий ряд мы вяжем по рисунку. Накиды мы провязываем лицом. Значит, раппорт наш составит 3 лицевых, 8 изнаночных. В этом ряду мы с вами никаких накидов делать не будем. Накиды будем провязывать через ряд. Провязываем по рисунку. В следующем, в третьем ряду мы начинаем опять с вами делать прибавку. Запоминайте, этот ряд, который всегда у нас будет повторяться. Как мы делаем прибавку? Первую лицевую провязываем и сразу делаем накид. То есть мы через ряд накид делаем после первой петли. А дальше провязываем по рисунку. У нас в данном случае 2 лицевых идет. Опять 8 изнаночных. Вот возьмите себе за правило. Вот вы доходите до лицевых, провязываете лицевую, накид. Дальше все, как вы видите, 2 по лицу и дальше изнаночные. Можно уже даже ничего не считать. Все и так видно на рисунке. Видно, какие петли идут дальше. Так. И продолжаете так по кругу. Лицо, накид, 2 лицевых и пошли изнаночными. И так до конца ряда провязываете. Следующий, 4-й ряд я провязываю по рисунку. Лицевая, накид провязываем тоже лицом и потом еще 2 лицевых. Таким образом у вас уже 4 лицевых получается.
8 изнаночных остаются неизменными. Так и провязываем 8 изнанкой. Дальше опять 4 лицевых, 8 изнаночных. Запоминайте, что через ряд мы делаем накиды. Те ряды, где накиды не провязываются, значит вяжем по рисунку. И накид делаем сразу после лицевой петли. Лицо, накид, а дальше по рисунку. Итак, работаем самостоятельно и потом встречаемся. Итак, смотрите, я довязала с прибавками до тех пор, пока лицевых петель у меня не получилось 12. Я сделала через ряд, выполнила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 накидов. Теперь я заканчиваю вязать эту рюшечку таким образом. Первый ряд я провязываю лицевыми петлями. Целиком, уже никаких не делая прибавок. Следующий ряд весь целиком провязываем изнаночными петлями. Вы, наверное, уже догадались, что у нас образуется вот такая платочная дорожка. Нам нужно, чтобы их было 3. Значит, вы еще 2 раза повторяете после этого лицевой ряд, изнаночный, лицевой, изнаночный. Чередуете до тех пор, пока появится вот 3 таких платочных дорожки. Вот смотрите, я провязала 6 рядов платочной вязкой. У меня образовались 3 вот таких дорожки. И теперь я перехожу к закрытию петель. Первая рюшка наша с вами связана. Так, маркер можно снять. А закрываю я таким образом. Первую петельку я снимаю, вторую провязываю лицом и первую переснимаю на вторую. Ну, все по классике, обычным классическим способом. Единственный совет, такой вот небольшое пожелание: не стягивайте, когда будете закрывать, но в то же самое время не растягивайте петли, иначе край будет выглядеть некрасиво. Итак, по кругу до конца закрываем петли. Переходим к вязанию второй рюши. Выворачиваем наш сарафанчик наизнанку. Хвостик нам указывает на начало ряда. Находим ряд изнаночный. Вот вы видите, вот здесь лицо идет, а вот здесь вот изнаночка. Это последний ряд вот лицевой глади, когда мы вязали с вами. И вот за эти самые бугорки изнаночной глади, вот смотрите, вот за эти. Видно? По кругу набираем 180 петель. Так, сейчас я покажу начало, а дальше вы будете уже самостоятельно. Так, ну давайте прямо вот отсюда мы с вами и начнем. Вот с этой штучки. Вот таким образом присоединяем. Сейчас сначала ниточку привяжем. И вот таким образом считаем, отсчитываем 180. Вот они, как раз ребрышки наши, видите? Вторая, третья, четвертая, пятая. Вот таким образом. Вот, с обратной стороны ничего не будет, не видно. А здесь как раз вот у нас вот так можно сложить пополам. Да, и тогда удобнее. Вот они прямо все видны. Вот так по кругу. Опять же, на спицы, на круговые, на длинные набираете петельки.
Итак, я набрала по краю нашей рюши, от начала нашей рюши 180 петель. Так, и теперь я сейчас буду вязать по кругу лицевыми петлями. На какую длину, задаетесь вопросом наверняка вы, да? Ну, нам нужно провязать, 10 сантиметров точно. Вот на ширину первой рюши мы вяжем по кругу лицом. Так, маркер начала ряда. И просто вяжем лицевыми. Как только у нас наше полотно сравняется с концом первой рюши, мы перейдем к вывязыванию второй рюшки. Итак, вяжем по кругу лицевыми петлями. Вот, девочки, смотрите, я провязала лицевой гладью по кругу. У меня получилось примерно там 9,5, около 10 сантиметров. Когда вы прикладываете, смотрите, у вас практически это совпадать должно с рюшкой. И теперь мы начинаем вывязывать вторую рюшу по принципу такому же, как вязали первую. Главное, чтобы не было перекоса. Вот у нас здесь начало ряда. Соответственно, мы начинаем с вами вывязывать петельки. Так, смотрите, что мы делаем. Надеваем маркер и начинаем вязать. Всю рюшку я показывать, как вяжется, не буду, потому что она вяжется аналогично верхней первой рюши. Значит, что мы делаем? Точно так же. Лицевая, накид, лицевая. Дальше, вы помните, у нас по узору 8 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый раппорт готов. Таких раппортов у нас 18. Дальше опять лицевая, накид, лицевая. 8 изнаночных. Опять лицо, накид, лицо. 8 изнаночных. Помним, что накиды мы провязываем через ряд, вернее, делаем через ряд в нечетных рядах. В четных мы их просто провязываем лицом. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципе, принцип, наверное, понятен, да? И дальше заканчиваете вы эту рюшку, провязываете до тех пор, пока вы сделаете в общей сложности 10 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И заканчиваете рюшку 6 лицевыми платочной вязкой. Чередуете лицо, изнанку, лицо, изнанку, лицо, изнанку. И закрываете. И у вас получится аналогичная вторая рюша. Работаем самостоятельно, потом встречаемся и перейдем уже непосредственно к бретелькам сарафанчика. Вот, девочки, я довязала кайму. Вот такая она у меня получилась. Если мы поднимем, то здесь тоже все аккуратненько, лицевой гладью связано красиво. Так, теперь осталось нам с вами связать бретельки к сарафанчику. Сейчас я вам покажу, как это делается. Бретельки я буду вязать спицами номер 3, теми самыми, которыми я вывязывала грудку. Складываем сарафанчик таким образом, чтобы хвостик, вот начало ряда, находился с правой стороны. На бретельку нам нужно будет с вами набрать 14 петелек. Отступаем от края примерно на пару сантиметров, ну где-то вот так, и начинаем набирать петли, захватывая обе петельки.
Так, сначала я захватываю, так, еще разок, чтобы было удобно, пару сантиметров, и вот отсюда захватываю нить, фиксирую ее, узелок завяжу. И, захватывая обе стороны петли, набираю 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и последнюю петельку 14. Вот, набрала. Разворачиваю вязание. И смотрите, что мы делаем. Чтобы наша лямочка была по краю с зубчиками, чтобы она не растягивалась, когда я снимаю первую петлю, я нить завожу за работу. То есть вот таким образом сняла и провязываю 3 лицевых. 1, 2, 3. По краю будет идти у нас платочная вязка. Дальше провязываю 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это наша с вами косичка. И последние 4 петли также провязываю лицом, как и в начале. Развернула. Опять завожу нить за работу, снимаю первую петлю и целый ряд провязываю лицевыми петлями. В начале и в конце ряда, запомните, по 4 петли мы всегда будем вязать лицом. Разворачиваем нить за работу, первую снимаем, 3 лицевых, 6 изнаночных. И опять последние 4 лицевых. Развернули. Нить опять за работу. В следующем ряду нам с вами пригодится дополнительная наша спица. Мы будем сейчас делать перехлест. Провязываем 4 лицевых. Далее, как на грудке, снимаем 3 петли перед работой. Следующие 3 петли провязываем лицом. Не забываем про петли с дополнительной спицы. Тоже их провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. И последние 4 петли провязываем тоже лицевыми. Разворачиваем работу, нить обвиваем наши спицы за работой,
провязываем кромочную, 3 лицевых, центральная коса 6 изнаночных, и конец 4 петли провязываем лицом. Вот смотрите, что у нас получается. Видите, какая бретелька? По краям идет платочная вязка, по центру идут косички. Далее провязываем 6 рядов по рисунку. А далее делаем опять перехлёст. Вот смотрите, я провязала 6 рядов в высоту, и в этом ряду опять делаю перехлёст. Начало ряда провязываю платочной вязкой. Далее на дополнительную спицу снимаю 3 петли. Следующие 3 провязываю лицевыми. Возвращаюсь к петлям на дополнительные спицы, провязываю их также лицом, и дальше 4 лицевых. Когда вы будете вязать вот эту бретелечку, не забывайте, что перехлёсты мы делаем с вами всегда в лицевых рядах. То есть сделали перехлёст, провязали изнаночный ряд, дальше по рисунку еще вверх вяжете 6. Итого после перехлёста 7 рядов. И смотрите внимательно, чтобы у вас перехлёсты всегда смотрели в одну сторону, иначе будет некрасиво. Да, если ошибетесь, косичка пойдет в другую сторону. Итак, вяжете, продолжаете дальше самостоятельно. Итак, смотрите. Я сделала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 переплетений. Это составило у меня, сейчас замеряем, 19 сантиметров. Теперь мне надо закончить лямку и сделать отверстие для пуговиц. Как я это буду делать? Я должна еще в конечном итоге провязать 10 рядов платочной вязкой. Значит, провязываем, вяжем все петли лицевой. Значит, опять нить за работу. Видите, какой край зубчатый? Вам не придется его обвязывать. Итак, провязываем. Давайте так, 4 ряда лицевыми петлями. И в лицевых, и в изнаночных рядах. 4 ряда. Смотрите, у меня получилось 2 платочных дорожки. Это 4 ряда провязаны. Теперь дальше мы делаем убавку. Как я это буду делать? Первую петлю снимаю, 2 петельки провязываю. Затем делаю накид, 2 вместе за заднюю стенку. Затем вяжу 1 лицевая, 2, 3, 4. Далее 2 вместе лицевой, накид и 3 лицевых. Разворачиваю и провязываю все петли лицом, и накиды в том числе. Там, где накид, там у нас и образовалась дырочка для пуговки. Так, вот видите, вот она одна, вот она вторая. Так. И заканчиваем нашу бретельку. Еще мне надо провязать. Так,
вся запуталась. Еще мне надо будет провязать 4 ряда лицом. Вяжем 4 лицевых и в лицевых и в изнаночных. Итак, 4 ряда провязаны, и я перехожу к закрытию петель. Закрываю петли классическим способом. Вот таким образом. До конца ряда. Вот у вас получится вот такой аккуратненький край. Вот смотрите, бретелька наша готова. Ее длина составила 21 сантиметр. Но я вам советую все-таки примерять. Все зависит от роста вашего ребенка. Поэтому у кого-то получится она такой же, как у меня. Кто-то свяжет побольше, кто-то поменьше. Ну, все сугубо индивидуально. Вторую бретельку я сейчас с вами намечу, как бы покажу, откуда вязать, как сделать, да. А вязать, соответственно, вы будете аналогично той, которую мы связали с вами. Точно так же, все по такому же принципу. Так, давайте будем разбираться со второй бретелькой. Значит, ширина нашей бретельки получилась 5 сантиметров. Пару сантиметров мы отступаем от края. Значит, с левой стороны нам нужно отступить 7 сантиметров и начать набирать петли. Точно так же, как и в первой бретельке, мы набираем на спице 14 петель. Так, сразу фиксируем нитку, чтобы она у нас не убежала, не распустились петли. И начинаем набирать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну вот, как-то так. И начинаете вязать аналогично правой бретельке. Итак, вот такой сарафанчик у меня получился. Думаю, что если вы свяжете аналогичный, ваши маленькие принцессы в нем будут просто неотразимы. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, а также подписывайтесь на мой канал «Вяжем красиво». Впереди у нас много нового, интересного. До новых встреч. Пока-пока.